Дорогие мои радиослушатели, глубоко уважаемые товарищи меломаны и просто сочувствующие. Бонжур, так сказать, из славного города на Неве. У микрофона, как вы, надеюсь, уже догадались по особой проникновенности тембра, ваш покорный слуга. Ну, значит так, сегодня мы с вами отправимся в путешествие. Не в булочную за хлебом и не в Финляндию за колбасой, а прямиком на острова Зеленого мыса, что затерялись где-то у побережья Африки. И героиня наша сегодня не какая-нибудь поп-дива с силиконовыми губами, а женщина-легенда, чей голос пробирает до самых печенок. Сезария Эвора. Родилась, росла, зрела в местах, где океан бьется о скалы, а ветер поет громче любого оркестра. Детство, господа присяжные заседатели, у нее было беспечное, африканское и босоногое. Ни тебе музыкальных школ с портретами Чайковского, ни нудных гамм. Только природа, только ритмы волн да крики чаек. И вот представьте картину. Музыка, напоминающая гремучую, но кристально чистую мешанину шансона и босса-новы. И под нее на крупнейшие концертные площадки мира выходит босая Цезария. Не из кокетства, нет, просто она всю жизнь прожила без обуви, ощущая ступнями тепло родной земли, и даже на сцене Парижской Олимпии не пожелала изменять себе. Она выходила и рассказывала миру о своем народе, о его боли и радости, и мир, затаив дыхание, слушал. Bésame, bésame mucho. Ну, дорогие мои радиослушатели, господа географы и просто сочувствующие, прежде чем мы с вами окончательно окунемся в пучину креольского блюза, давайте-ка бросим взгляд на сами декорации. Места, где родилась наша босая героиня, не назовешь райскими кущами, хоть солнце там и палит круглый год. Чтобы вы прочувствовали контраст, приведу-ка я вам цитату нашего соотечественника, писателя Ивана Гончарова, того самого, что Обломова нам подарил. В 1853 году он, значит, посетил эти острова на борту фрегата «Паллада» и оставил описание, от которого веет не курортным бризом, а суровой тоской. Слушайте внимательно. Берег между скалами весь пустой, низменный, просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как все это вместе взятое печально, скудно, голо, опалено. Пальмы уныло повесили головы, никто не идет искать под ними прохлады. Они дают столько же тени, сколько метла. Хорошо сказано, правда? Прямо чувствуешь эту безысходность. Но вот что интересно, сама Сезария, женщина скупая на слова и, как говорят, немного застенчивая, смотрела на свою родину совсем другими глазами. Она говорила просто и мудро. Там довольно уныло, но и в унылости есть своя красота. И в этой фразе, господа, вся соль, потому что красоту эту нужно было разглядеть и, что самое главное, спеть. А пели женщины Кабо-Верде издавна, и знали они, что такое разлука не понаслышке. Еще в XVI веке сюда, на эти тощие пальмы, высадились португальцы, превратили острова в колонию и давай увозить невольников за Атлантику. В конце XIX века рабство, слава богу, отменили, но жизни легче не стало. Дожди здесь редкие гости, сельским хозяйством не займешься, нефти, газа тоже нет. Власть по-прежнему португальцев. Вот и мечтали мужчины о лучшей доле, садились на корабли, чтобы пересечь океан и слать оттуда жалкие гроши, которые спасут семью от голода. А женщины оставались с кучей детишек, с пустым горизонтом перед глазами и с тоской в сердце. И вот по вечерам
Глядя в бескрайнюю бирюзовую даль, они начинали петь, изливать в песнях свою боль, свою надежду, свою разрывающую душу любовь. Так родились морны, музыкальные плачи, ставшие одним из главных жанров на островах. tudo que ele bem querer crescer. А теперь вернемся к нашей героине. Знаете, что поражает больше всего? Что девочка, родившаяся среди этой унылой красоты и бесконечной разлуки, обладала какой-то невероятной внутренней подсветкой. «Я, наверное, родилась с таким хорошим настроением», — скажет она позже. «Я очень любила петь, и музыка помогала мне жить с улыбкой». Вы вдумайтесь, вокруг печаль, скудность, океан разлук, а она живет с улыбкой. Ее никто не учил нотной грамоте. Да что там нотной? Обычная грамота так и осталась для нее непостижимой. В Кабо-Верде времен ее детства было не до школ, надо было просто выживать. И вот весь парадокс. Эта женщина, до конца жизни оставшаяся неграмотной, выучила лишь несколько простых фраз, чтобы подписывать открытки поклонникам. Представляете? Она старательно, буква за буквой, выводила трогательное «от Цезарии с любовью». И в этой простоте, господа, величие больше, чем в иной диссертации по вокалу. Sem tu amor não viverei. Дорогие мои меломаны и господа скептики, продолжаем листать потрепанную книгу жизни нашей босоногой героини. И глава эта, скажу я вам, пахнет океанской солью, дешевым ромом и первой горькой, как хинин, любовью. Итак, семья Сезарии жила, прямо скажем, небогато. Да что там, откровенно бедно. Отец, по иронии судьбы, был музыкантом, играл на скрипке, но, видимо, небесная канцелярия решила, что много музыки в одном доме – это перебор. Он рано умер, оставив жену и 5 детей на произвол судьбы. «Мы не голодали», – вспоминала позже Сезария, – «мы были просто очень бедными, ну, как и многие в Минделу». Чувствуете эту горькую радость в словах? Не голодали, и на том спасибо. В какой-то момент мать, женщина, видимо, стальная, но и сталь гнется, перестала справляться и отдала девочку в приют. Казалось бы, момент, комок в горле, но Цезарий Вора и тут умудряется найти повод для благодарности судьбе, потому что именно в приюте она начала петь в церковном хоре и вдруг осознала то, о чем ей неграмотный никто не говорил. Она талантлива. Господь, как говорится, забрал отца, но дал голос. Повзрослев и малость окрепнув, девочка возвращается домой и впрягается в быт. Чистила, мыла, стирала, готовила и, украдкой поглядывая на фотографии отца-музыканта, напевала. Какие чувства пробуждал в ней этот пожелтевший снимок, история умалчивает. Но в возрасте 14 лет она впервые выходит на сцену портовой таверны под аккомпанемент гавайской гитары и запела о любви. Да так запела, что сама поверила. Девушка пела, смеялась, приплясывала босыми ногами и, видимо, в этом вихре звуков и движений выплесала себе любовь. Скружила голову местному успешному коммерсанту, да так, что дальше молчок. Цезария потом признается, в этом я не признавалась даже матери. О наших отношениях никто ничего не знал. С ним я познала любовь. Вот так, тихо, скромно, по-креольски. Но наша героиня не та женщина, что будет сидеть у окошка и ждать. Вскоре она этого коммерсанта бросила. Потому что влюбилась. Влюбилась по-настоящему в музыканта по имени Эдуарду. И сама со свойственной ей обезоруживающей честностью объясняет. Ну, вот такая я женщина. Влюбляюсь в одного и уже приглядываюсь к другому. Это не ветреность, господа, это темперамент. Эдуарду стал для нее всем. Он научил ее народным песням, тем самым морнам, что станут ее судьбой. Они вместе выступали, Цезария пела, Эдуарду аккомпанировал. Это было счастье, настоящее, без дураков.
А потом случилось то, что в колониальных романах называют «разбитым сердцем». Музыкант вдруг взял, да и уехал в далекие края, и там в этих краях женился на другой. Не на босоногой девчонке с ангельским голосом, а на женщине обеспеченной. Брак по расчету, так сказать. Возможно, сердце его навсегда осталось Цезарией, но жизнь диктовала свои правила. Эдуарду, надо отдать должное, парнем оказался совестливым. Он готов был помогать. И когда у Цезарии родился первый сын, он предложил его усыновить. Жест широкой души. И вот тут наша босоногая героиня проявила характер такой крепости, что скалы Минделу обзавидуются. Она сказала: «Я отказалась, потому что он не был ему родным отцом», но назвала мальчика Эдуарду в его честь. Каково, гордость, достоинство или любовь, которая не умирает даже после предательства? Ca mă trișton te aștept calos, să știi să nu că te învoci, dar vă tribuna vă insulta. Ну, дорогие мои радиослушатели, господа филантропы и просто любители послушать о житейской стойкости. Продолжаем наш рассказ, и сейчас перед нами не мировая звезда в лучах-софитах, а простая девочка по имени Сиза. Именно так, по-свойски, без пафоса, ее до сих пор называют Кабо-Верде. Итак, Сиза пела для гостей кафе и ресторанов Минделу, и это, заметьте, был не путь к славе, а банальный способ не дать семье умереть с голоду. Послушайте свидетельство очевидца, от которого даже у жителя питерской коммуналки волосы встанут дыбом. Они жили все в одной комнате, а через дыры в полу была видна комната этажом ниже. Хуже всего, мать почти ослепла, и им приходилось направлять почти каждый ее шаг. Не голодали они только потому, что Цезария пела в барах. Ее голос спас их всех. Намного позже, когда она станет певицей мирового масштаба, она не кинет свою родину, не переедет в парижский особняк, чтобы оттуда свысока поглядывать на бывших соседей. Нет, она останется здесь, на островах, будет помогать семьям бедняков и обитателям приютов, открывая сердце каждому, кто придет к ней со своей печалью. Но это все, как говорится, еще очень далеко. А пока у Эворы свои маленькие радости и большие беды. Чтобы заработать хоть немного на жизнь, она отправляется в портовую часть родного Минделу. Туда, где на побережье вдоль причалов, пропахших солью и мазутом, стоят трактиры. В 1958 году это место не назовешь райским уголком, но по сравнению с остальными городами более-менее. В порт прибывали корабли со всех сторон света, и соскучившиеся по твердой земле моряки заходили в заведение пропустить рюмочку-другую. И вот представьте, прокуренный зал, звон стаканов, гомон на десятки языков. На сцену выходит 17-летняя девушка, не в вечернем платье, не в туфлях на шпильке, босая, в простеньком платьице, и начинает петь. И тут самое смешное, господа, ее никто не понимал, ну, почти никто. Ведь она знала только местное наречие. Кабо-вердианский креольский, диалект португальского языка, ни тебе английского, ни испанского, ни французского. Но в том-то и фокус. Этим простым парням, морским волкам, не нужен был переводчик. Они слушали сердцем, потому что историю любви всегда поймет другой влюбленный, на каком бы языке она ни звучала. А боль разлуки, ее поймет каждый, кто хоть раз оставлял родной берег. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх.
А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Ну-с, дорогие мои радиослушатели, казалось бы, вот он рецепт успеха. Талант есть, голос есть, публика в портовых кабаках рыдает и требует добавки. Но, как говаривал один известный персонаж, не все так однозначно. Сезария умела петь морны, делала это божественно, и вскоре на всех островах архипелага ее скромно и со вкусом стали величать королевой морны. Звучит гордо, правда? Ее слушали, ей восхищались, но дальше этого восхищения дело не шло. Ни тебе больших концертов, ни гастролей, ни пластинок, ни эфиров, ни, что самое обидное, гонораров. Дважды, представьте себе, записи ее концертов даже крутили по радио в Нидерландах и Португалии. И что вы думаете? Тишина. Ноль реакций, никто не заметил, как бездонный океан канула. Параллельно с творческим застоем не клеилась и личная жизнь. С мужчинами нашей Сизе, прямо скажем, не везло катастрофически. Она, как и любая женщина, искала своего единственного, но судьба, словно издеваясь, подсовывала ей все каких-то не тех. Сама певица с горькой усмешкой признавалась, что потеряла счет своим мужчинам, но вот законного супруга у нее не было никогда. Более того, она почти всю жизнь прожила в родительском доме. Ни одного дня, господа, под одной крышей с мужчиной. А вот и конкретный пример, от которого кровь стынет в жилах. Отца ее первого ребенка звали Бенджамин, корабельный механик. Сезарии было 18, молодая, цветущая, влюбленная, но, как вы уже догадались по нашему грустному повествованию, хэппи-энда не будет. Цитирую: «Узнав, что я забеременела, Бенджамин тот же час уехал и больше никогда не возвращался». И в этом, увы, вся суть. Судьба Сезарии складывалась точно так же, как судьба тысяч других женщин ее страны. Все женщины Кабо-Верде воспитывали детей сами. Мужчины или уезжали на заработки и бесследно исчезали за горизонтом, или просто, как Бенджамин, не проявляли к отпрыскам никакого интереса. Сезария потом рассказывала с убийственной простотой: даже если молодым отцам удается где-то устроиться, они никогда не помогают брошенным женам и детям. Поэтому женщины у нас выкручиваются как могут. Такова Селяви. Дорогие мои меломаны, давайте-ка на секунду отвлечемся от душещипательных драм и заглянем, так сказать, в нотную партитуру души нашей героини. Ведь что такое музыка для Сезарии? Это не просто набор аккордов, это телепатия. Она сама говорила, музыка — это универсальное средство общения. Даже если ты не знаешь языка, ты все равно слушаешь и понимаешь. Люди говорят на языке ритмов. Золотые слова, господа присяжные заседатели. И объясняют они, почему эту босую женщину понимали от Кубы до Камчатки. Итак, в репертуаре у нашей Сизе, как она сама любезно нам разъяснила, царили два главных кабовердинских кита — морны и коладеры. Морны — это нам с вами уже как родные, печальные баллады о любви, о грусти, о разлуке.
Самое оно, чтобы сидеть у океана, потягивать виски и ронять скупую мужскую слезу. Но есть ведь и другая сторона. Колладеры. И вот тут-то наш ангел превращается в сущего бесенка. Колладеры — это музыкальный жанр острого, сатирического, критического окраса. Представьте себе, кто-то на острове набедокурил, сделал что-то не очень красивое или не очень правильное, а наша босая газета «Правда» тут как тут берет эту историю и превращает ее в песню. И никто не спрячется. Так что, как говорится, не все грусть да печаль были у Сизе и острые зубки, просто она их прятала за теплой улыбкой. Já me conhecia São Vicente, nessa alegria não se sabura, nunca pude fazer ideia, se na carnaval era mais sal. Já me conhecia São Vicente, nessa alegria não se sabura, nunca pude fazer ideia, se na carnaval era mais sal. А теперь, раз уж речь зашла о репертуаре, давайте обратимся к сухим красноречивым цифрам. За 24 года творческой карьеры Сезария Вора выпустила 18 альбомов. Вдумайтесь, господа, 18. Первый был записан аж в 1987 году, тот самый, с которого, собственно, и началась ее легальная дискография. Но, увы и ах, широкой известности он тогда не получил. А вот последний студийный сборник вышел в 2009. Но самым сладким бонусом, вишенкой на этом многослойном торте, стал ее 15-й по счету альбом «Голос любви». Вышел он в 2003, а уже в следующем 2004 принес нашей босоногой королеве главную музыкальную награду планеты – премию Грэмми. Вот так, дорогие мои, не в молодости, не на заре карьеры, а в солидном возрасте, когда другие уже тихо сидят в креслах-качалках, она взяла и доказала всему миру, что креольский блюз — это вам не хухры-мухры. Na sombra de Boldinho, de uma pequena gentil, de cor perfumado. Итак, Сезария пела душой. Это вам не формальная ля-ля-ля под рояль. К ней только пришло то самое первое обжигающее чувство, но, как вы уже поняли из нашего безнадежного повествования, долгожданное счастье так и не постучалось в дверь. Она умела выйти на сцену, эту прокуренную эстраду в портовой таверне, и спеть не о себе, а от имени всех женщин, любящих и ждущих. Но, как водится в подобных заведениях, музыка была лишь фоном, аккомпанементом к задушевной беседе, а главным действующим лицом на столе стоял стаканчик Грога, или коньяка, или чего покрепче. Сезария, душа компании, не отказывалась. Меня угощали, признавалась она позже с той самой обезоруживающей честностью, и я втянулась. Казалось, что алкоголь спасет от тяжелых мыслей. Сцена и спиртное сплелись в тугой узел. Дошло до того, господа присяжные заседатели, что в некоторое время она просто не могла выйти на сцену, не пригубив коньяка. Это был не каприз звезды, а суровая зависимость. Та самая, что топит в своей пучине великих и безвестных. Но, к счастью для всех нас, характер у нашей героини оказался крепче любого рома. Она сумела победить эту зависимость. Позже, до конца дней своих, она уже ничего крепче воды не употребляла. Но это, как вы понимаете, случится потом, за кадром, уже в статусе мировой знаменитости. А пока Сезария оставалась в Минделу 20 лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 20 лет она пела для посетителей, пила с ними, слушая их пьяные рассказы о далеких странах, куда ей самой хода не было. Ее имя уже знали соотечественники, но по сути она все так же сидела у разбитого корыта, глядя на горизонт. J'aimerais mourir si bon égard, querida. На календаре 74 год. Подвластные Португалии острова Зеленого мыса наконец-то решаются на давно вынашиваемый план и вырывают свою независимость.
Революция гвоздик, свержение режима, соглашения подписаны. Казалось бы, вот оно счастье, свобода, равенство, братство. Но дьявол, как водится, сидит в деталях и в экономике. Положение новоявленной республики Кабо-Верде стало не лучше, а в чем-то даже хуже. Это вам не просто флаг поменять. И наша Сезе это почувствовала на собственной шкуре. В порту Минделу, где раньше яблоку негде было упасть от иностранных моряков, теперь швартовалось намного меньше кораблей. А главное, жителям островов, озабоченным элементарным выживанием, вдруг стало не до песен и не до веселья в кабаках. И Сезария, чей голос всегда был единственным капиталом, приняла самое тяжелое решение в своей жизни. Она замолчала. Цитирую ее дословно. «Моя жизнь никогда не была спокойной. Музыка помогала мне зарабатывать на жизнь, и когда пение перестало приносить деньги, я перестала петь. Это были самые тяжелые годы». Вы только вдумайтесь, господа, 10 лет молчания. 10 лет, когда голос, которому суждено было покорить мир, звучал разве что на домашней кухне. Но, как говорит нам мудрая пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Жизнь в Кабо-Верде потихоньку начала налаживаться. Музыканты, эти неисправимые романтики, снова потянулись к творчеству и то и дело упрашивали Эвору сделать одолжение, записать дуэт. Один дуэт, второй, и слово за слово эти записи стали началом нового этапа в ее жизни. А тем временем в далеком Лиссабоне уже обосновалась большая кабовердианская диаспора. Соотечественники, скучавшие по родным напевам, не раз звали певицу к себе. И вот, наконец, она решается на поездку. Сезарии 46 лет. В возрасте, когда иные уже внуков нянчат, она записывает свой первый альбом. Пока его слышат лишь свои, те же тоскующие по дому эмигранты. Но судьба, как вы знаете, дама изобретательна. В одном из ресторанов, где пела наша Сезе, ее замечает Хосе да Сильва, француз с кабо-вердианскими корнями. И этот самый Хосе, пораженный колоритом и красотой песен, буквально влюбляется в ее голос и убеждает Цезарию ехать с ним во Францию, чтобы добиться там настоящего успеха. И знаете, что ответила наша героиня? Она недолго сомневалась, потому что где-то глубоко в душе все еще жила та самая девчонка, у которой была давняя, почти детская мечта просто увидеть Эйфелеву башню. И она решилась. Canta-me que faz que comer Minha Fernandinho de meu Minha primeira amor. В Париже, этом городе, где даже бродячие коты мяукают шансон, Эвора записывает еще 3 альбома, и третий из них совершает то, чего не удавалось никому до нее. Он пробивает этнический барьер и приносит ей титул, от которого у любого французского сноба отвисла бы челюсть. Пресса, эта парижская гиена, нарекает ее аристократкой ресторанной музыки. Каково, а? Франция, избалованная Пиаф, Гинзбургом, вдруг видит на сцене босую, немолодую, чуть грузную чернокожую женщину, которая не раздевается, не делает шоу, а просто стоит и своим низким теплым голосом переносит вас в мир, где нет бульвара Сен-Мишель, но есть бескрайняя бирюзовая гладь. И вот уже ее хотят слышать во всех уголках Франции. Начинается тур, и каждый раз она выходит на сцену, внимание, молчаливая и босая. Никаких вам «Good evening, Paris», никаких танцев с бубнами. Она не ведет диалогов с публикой. И тут же, как водится в нашем мире, склонным к мифотворчеству, рождаются легенды.
Мол, Эвора умышленно не общается с залом, чтобы зрителям не пришлось мучительно переключаться, когда она запоет на незнакомом им креольском. Красивая теория, правда? А на деле все, как всегда, было гораздо банальнее и оттого еще трогательнее. Наша героиня, та самая девочка, что с детства не была обучена грамоте, просто не могла выучить эти чертовы языки. Не потому что глупая, а потому что душа ее была устроена иначе. Она пела, а не болтала. И тут же второй миф, господа присяжные заседатели, рассыпается в прах. Помните эти красивые газетные заголовки про солидарность с бедняками Африки? Дескать, она выходит босиком в знак траура по нищете. Как бы не так. Сама Цезария смеялась над этим. Ничего подобного, я просто не люблю носить обувь. Столько лет я ходила босая, как большинство у нас на острове, и мне легче петь босиком. Понимаете? Никакой политики, никакой позы. Чистая физика души, так легче звучать и точка. И именно эта открытость и честность покоряли зал. Никаких масок. Думаю, это все, потому что я пою распахнутой душой, улыбается она в ответ на расспросы журналистов, когда вышедший уже в следующем 92-м году альбом принесет ей не просто признание, а самое настоящее мировое господство. Mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Дорогие мои радиослушатели, господа гедонисты и просто сочувствующие. Итак, нашей босоногой диве стукнуло 50. Возраст, когда нормальные тетеньки вяжут носки и смотрят сериалы. Но не такова Цезария. Именно в этом возрасте она, словно мощный креольский ураган, отправляется с концертами по миру. И вскоре на глобусе практически не остается углов, где бы ни звучали ее морны. От токийских филармоний до нью-йоркских Карнеги-холлов. Журналисты, эти любители навешивать ярлыки, тут же окрестили ее чернокожей Эдит Пиаф и африканской Билли Холидей. Сравнения, конечно, лестные, но, как мне кажется, бьющие мимо цели, потому что Цезария — это не копия, это оригинал. И в отношении к жизни у нее, несмотря на всю эту шумиху, осталось таким же простым, как в портовой таверне Миндел. Послушайте только ее райдер. Он достоин быть выбитым в граните. Не лимузины, не шампанское по 1000 евро за бутылку, а номер в отеле, хороший повар и крепкий эспрессо. Вот все, что мне надо. Чувствуете уровень запросов? Но и это еще не все, господа присяжные. В этом райдере была еще одна совершенно очаровательная деталь. Гладильная доска и утюг. Да, вы не ослышали. Собственноручно нагладить себе костюм к выступлению было ее неизменной, почти священной традицией. «Я не избегаю работы», — пожимала она плечами. А на все попытки обвинить ее в излишней приземленности для мировой звезды отвечала с убийственной мудростью. «Слава не изменила мою жизнь. Я росла в бедности, ничего не имея за душой, и сейчас я продолжаю оставаться верной той себе, которой была. Сегодняшний успех не в силах меня изменить». И ведь не изменил, честное слово, она оставила себе даже ту самую вредную привычку, что прилипла к ней в портовых кабаках — курение. И это не было тайным пороком, спрятанным за гаражом. На концертах Эвора запросто устраивала минутку перекура, смачно затягиваясь прямо на сцене. Один влиятельный человек как-то предложил мне дорогой Мерседес только за то, что я откажусь от сигарет. Как видите, я по-прежнему курю. И была у нее еще одна маленькая слабость, чисто женская, африканская. Золото. Став успешной, она не ринулась скупать особняки и яхты. Путешествуя по миру, она шарахалась от огромных торговых центров, пугаясь их чрезмерной роскоши. Но мимо маленьких ювелирных лавок пройти не могла. Женщины Кабо-Верде, как и все женщины Африки,
любят золото, и только его, объясняла она. Это деньги, которые всегда с собой, а вот бриллианты я не ношу. У нас они считаются потерянными деньгами, потому что их просто не продать. De taquitim, body shambai, body shambai shmianya terra, body shambai salvanya mai, Omar Marazul, subi mansinho. Знаете, о чем я сейчас подумал? В нашем безумном шоу-бизнесе, где любая восходящая звезда первым делом покупает себе особняк в Майами, а потом забывает, как выглядит родной подъезд, наша героиня – исключение, лишь подтверждающее правило. Она не покупала особняков вообще. Ни в Париже, ни в Лиссабоне, нигде. С каждых гастролей она неизменно, как перелетная птица, возвращалась к Кабо-Верде, продолжая жить в том же самом доме, что и ее мать. Это место навсегда осталось единственным прибежищем, куда я хочу возвращаться, объясняла она. И вот тут, господа присяжные заседатели, начинается самое интересное. Потому что во дворе этого скромного дома, словно в сказках про короля Артура, всегда держали продукты. И любой бедняк, нуждающийся в еде, мог просто прийти и взять. Так же просто, как заходят к соседке за щепоткой соли. Так же просто можно было постучаться в ее дверь и попросить о помощи. И вот тут, конечно, народная молва, этот испорченный телефон заработал на полную катушку. Много говорят, что я оплачиваю всю систему образования в Кабо-Верде, отмахивалась Цезария. И дальше, заметьте, она словно заправский бухгалтер раскладывает все по полочкам, лишь бы не приписывали ей лишних лавров. То, что я трачу на образование, не имеет национальной подоплеки. Я могу помочь конкретному ребенку, конкретной матери, у которой больно дитя и нужны лекарства, конкретному человеку, чей дом разрушила молния. За помощью обращаются многие. Да, для своей страны я самая известная и состоятельная. Но то, что я делаю исключительно как частное лицо. Слышите эту интонацию? Не фонд, не пиар-акция, а личная ответственность. И все же, справедливости ради, одна организация у нее была. Ассоциация, которая так и называлась – Цезария. Принадлежала она самой певице и ее верному оруженосцу-продюсеру Хосе да Сильве. Мы систематически занимаемся тем, что помогаем талантливым ребятишкам развивать их музыкальные дарования. Это совершенно точечная поддержка маленьких талантов Кабо-Верде. Я не знаю, сколько именно таких детей, но точно не тысячи. Про мою поддержку образования на национальном уровне в республике это всего лишь красивый миф, отрезала она. Но, как говорится, нет дыма без огня, а мифов без причины. Да, возможно, она не построила национальный университет, но Цезария на самом деле помогла огромному количеству кабовердианцев. Ma vida que essa fatalidade é caça-mal, só dificuldade. Tem sempre abraço de amizade que tá trazendo cheiro de felicidade. Вот мы и добрались до финального аккорда. И нотка эта, скажу я вам, отдает горькой иронии. Вы только вдумайтесь, господа присяжные, эти медитативные с легким таким душевным надрывом песни люмпинов из богом забытой африканской страны, песни голодранцев и портовых девчонок, первым делом, как нынче модно выражаться, были апроприированы состоятельной европейской богемой. Да, теми самыми людьми, которые в своей жизни ходили босиком разве что у бассейна на вилле в Сен-Тропе или по дорогущему ковру в просторной студии где-нибудь в 4-м аррondissement Парижа. И ведь, что самое забавное, тексты на этом экзотическом для европейского уха кабувердиану креольском наречии сыграли тут ключевую роль. Они убаюкивали, но не отвлекали. Слова, смысла которых не понимал никто из этой самой богемы, превращались просто в еще один музыкальный инструмент.
А голос Цезарии, паривший поверх аккомпанемента, говорил обо всем невербально. Так что никакой переводчик был не нужен. И вот тут-то, пожалуй, и кроется главный исторический финт. Именно Эвора с ее достаточно простой и привычной европейскому уху мелодикой, с ее монотонными, хотя и изощренными ритмами, а ведь пик ее славы пришелся, заметьте, на эпоху безумного расцвета рейвов и техно-вечеринок, окончательно сделала жанр world music понятным и близким самому широкому слушателю. Не этнографом в очках, а простому парню с улицы. Ее записи разошлись по миру тиражом более чем 6 миллионов экземпляров. Ей восхищались великие режиссеры. Сам Эмир Кустурица специально пригласил ее записать песню для своего гениального андеграунда. Ей рукоплескали знаменитые музыканты. А сама Мадонна просила Эвору выступить на своей свадьбе. Получила отказ. Попросила еще раз на дне рождения и снова отворот-поворот, потому что главная звезда Кабо-Верде уже отпела свое на вечеринках. Еще тогда в прокуренных кабаках Минделу. Вот такая она, Цезария, босая, настоящая и вечная. А с вами был я, ваш покорный слуга. Берегите себя, и да хранит вас рок-н-ролл. Muito obrigado.